Всем привет! Сегодня мы сделаем с вами вот такой замечательный мини-букет «Пион в рожке». На самом деле в этот рожок можно положить все, что угодно. Любой цветочек, любой бутон или несколько цветов. Можно даже собрать композицию. Поэтому это будет классный подарок или отличный презент вашему коллеге. Для изготовления рожка нам понадобится иранский фоамиран, тонкий, 1 мм, вот такого бежевого цвета. Клеевой пистолет, стержень, утюг. Обязательно будем использовать вот такой молд. Масляную пастель коричневого цвета номер 237, 238 и 203. Такой набор, масляная пастель Мунгё. И самое главное, нам понадобится детская игрушка. Также мы воспользуемся небольшим кусочком пищевой фольги. Вырезаем прямоугольник больше, чем наш молд, потому что иначе нам просто будет неудобно держать, и мы не сможем с вами его подогреть. И это очень сильно скажется на качестве отпечатка. Поэтому я вырезаю просто большой кусочек, вот такой, и буду держать его за все части одновременно, потому что молд реально большой, с ним надо уметь работать. Помните, я говорила, что нам понадобится детская игрушка. Игрушку мы будем использовать в качестве подушки, то есть у нас здесь нет губки для молда, поэтому подушка вот примерно такого качества мягкости нам понадобится. Не совсем мягкая, но и не совсем твердая. Итак, давайте попробуем. Все делаем очень быстро, потому что молд большой, фоамиран иранский быстро греется и уменьшается в размерах. Чтобы наш фоамиран не пострадал, делаем все быстро и качественно. Прикладываем, очень хорошо греем на утюге со всех сторон и отжимаем хорошенько на нашем импровизированном покрытии мягком на детской игрушке. Я очень хорошо отжимаю, чтобы все получилось. Итак, момент истины. Отличный отпечаток, просто идеальный. Обратите внимание, здесь есть заломы, потому что фоамиран при нагревании растягивается, поэтому нужно быть тоже очень аккуратным. Аккуратненько отжимать, чтобы не было таких заломов. Они здесь по краям, не имеют особого значения, но бывает, что залом может быть посередине, например, нашего рожка. Нужно просто расправить снова фоамиран и прогреть его на утюге. Использовать повторно, потому что загнутый рожок будет уже совсем не таким красивым. Вырезаем по молду. Теперь нужно наш рожок поджарить, чтобы он был настоящим. Прежде всего берем самый светлый тон, наносим на губку. Это у нас тон номер 203. И проходимся аккуратно по всей поверхности, просто прокрашивая тихонечко, не нажимая, чтобы наши вафельки, треугольнички, квадратики не замылились, а были все такими же выпуклыми и красивыми, напоминающими рожок мороженого. Поэтому аккуратно прокрашиваем, тихонечко. Создаем общее впечатление. То есть здесь сильно закрашивать не надо. Просто немножечко придаем оттенок. Берем следующий тон, это номер 208, наносим на ту же самую губку, ничего страшного. И здесь уже посильнее проходимся, конкретно по ромбикам, по квадратикам, чтобы выделить рисунок. Вот уже очень близко, да, к натуральному. Цвет перемешался, получился настоящим. И теперь последний штрих. Берем самый темный цвет, 238,
Вот он, 237. И буквально чуть-чуть придаем поджарку. Совсем немножко. Не переусердствуйте. Если где-то сильно нанесли, обязательно нужно растушевать. Посильнее можно нанести по краям. Вот тут вот чуть-чуть посильнее поджарить. По краю, аккуратно. Фоамиран может растягиваться и пойдет волнами. Нам этого не нужно. Здесь тоже не забывайте прокрашивать торец обязательно. Это же мороженка. Ее будет видно со всех сторон. И хорошенько прокрашиваем угол, чтобы он был тоже немножко темнее. Ну все, я думаю, переворачиваем и немножко проходимся с обратной стороны, чтобы не было заметно, если цветочек будет чуть меньше. С этой стороны тоже мороженка, рожок обжарен. Он буквально чуть-чуть, но разница очевидна. Далее скручиваем рожок аккуратно. Смотрите, какой стороной вам кажется красивее перекрыть, этой или этой. И склеиваем. Наносим немного клея, совсем чуть-чуть. Аккуратно. Закручиваем рожок с самого низа. Аккуратненько. Смотрите, чтобы расстояние было одинаковое, иначе весь рожок перекосится. Далее на обратной стороне всегда есть стык, его нужно будет подрезать аккуратно. Ну и, соответственно, подкрасить краешек там, где мы срезали, чтобы он тоже был поджаристый. Не забывайте про торец. И, конечно, кончик немножко посильнее подкрасить. Вот такой замечательный рожок у нас получается. Итак, теперь он мягкий, видите, из фоамирана. Его нужно обязательно закрепить. Для этого мы будем использовать фольгу. Складываем кусочек фольги, небольшой комочек, проталкиваем вниз, можно ножницами до упора. Нужно сделать так, чтобы сам уголочек был в фольге и был очень плотненьким. Теперь вытаскиваем аккуратно обратно. Слишком большой комочек, поэтому я посильнее сделаю там на низ, на уголок. Возьму вот такой маленький. Так. Ножницами проталкиваем до конца, чтобы он был плотненький. Формируем ровненький уголочек обязательно. И теперь, наливая небольшой кусочек клея, снова кладем внутрь. Обязательно проталкиваем, утрамбовываем ножницами и формируем красивый рожок. Чтобы у нас все было ровненько, красиво. И теперь уже рожок никогда не поменяет свою форму. Давайте дальше тоже доложим фольги. Кусочки. Просто проталкивайте аккуратно ножницами. Формируем. Сформировался. Теперь кладем клей и приклеиваем на нижнюю часть фольги. Аккуратно. Точно так же ножницами проталкиваем обратно. Клей горячий, чтобы наш рожок не деформировался. Делать нужно это очень-очень быстро. Так. Все, сейчас приклеится, уже рожок не поменяет свою форму. Ну
если вам нужно дальше, можно еще дальше фольгой доложить. Ну, в целом здесь уже можно формировать композицию. Туда капаем капельку клея и остаток фольги тоже подклеиваем. Формируем. Не забывайте формировать постоянно, чтобы не деформировалась ни фольга, ни наш рожок. Все должно быть плотненько. Отлично. Все, сюда уже можно композицию всевозможные придумывать. Можно добавить точно так же, как я добавила пиончик, головку пиона. У меня вот есть сейчас тут цветочек небольшой рунункулюса. Я готовлю подарок и хочу сделать из рунункулюса вот такой вот презент. Рунункулюс в красивом рожке. Смотрите, как здорово получается. Я немного добавлю фольги и можно уже приклеивать точно так же. Получилось уже очень красиво. Если вы добавите зелень, то тоже будет здорово. У меня просили именно такой, поэтому я как раз на мастер-классе сейчас вам все это покажу. Подклеиваем остатки фольги. Вот я уже их сделала. Сейчас нужно утрамбовать. Здесь уже клей можно прямо в рожок класть аккуратно, не касаясь стенок, потому что рожок из фоамирана под воздействием горячего клея может деформироваться. Работа такая, конечно, ювелирная, поэтому будьте аккуратны, осторожны. Добавляем фольгу, формируем. На фольгу потом удобно выкладывать цветочек с помощью проволоки. У меня цветочек уже, головка от цветка уже на проволоке. Поэтому я просто посажу цветочек в проволоку, и таким образом он у меня уже закрепится. Проделываем небольшое отверстие для усадки. Кладем клей, и все, можно уже сажать мой цветочек. У меня проволока была длинная, я ее сложила и сейчас просто приклею. Аккуратно, красиво. Вот такие две мороженки у меня получились. Мороженка пион и мороженка рунункулюс. Дарите такие подарки своим близким. Вместо букета это будет классный подарок и на День Учителя, и на 8 марта, и вообще на любой другой подарок. Такого оригинального подарка и такой классной подачи, я думаю, что ваши клиенты еще не видели.